Добрый день. Летописец на связи. 2 июня 2026 года. Мы выехали на северо-запад от Тихого. Снимаем деревню. Выехал я из деревни Городец, доехал до Подклёнья и вспомнил, что не снял еще одну деревню здесь рядом. Называется Бросовинка. Вот точно бросили ее, судя по названию. В общем, друзья, направляемся туда. Деревня в составе Холстовского сельсовета. Население в 2010 году 7 человек. Ссылки все приложу в описании к видео. Все это с Википедии. Есть две версии названия. Первая от реки или ручья. И здесь якобы была речка Сосновой, Брасова или Бросова. Проводилось исследование в Белорусском государственном педагогическом университете Максима Танка. Соответственно, исходя из этого, Бросовинка приводится как классический пример патрономического айконима. Ну и вторая версия от слова «бор». То есть здесь исследование Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Ну, то есть исходные прославянским корнем здесь поступает корень борз. Ну и со временем сочетание звуков превратилось в историческое название Бросовинка. Ну и коснемся темной стороны истории этой деревни. Тоже была разрушена в годы Великой Отечественной войны в сентябре 1943-го. Домов до войны 33, все 33 были разрушены. Людей до войны 178, убито 60 во время войны. Это согласно электронной базе белорусской деревни, сожженные в годы Великой Отечественной. Так, здесь нам тоже завернуть направо. Предприятие. Тогда Городец. По правую руку. По левую коровы пасутся. Друзья, включусь далее уже, когда доберемся до самой деревни. Ну что, друзья, марш-бросок для Бросовинки совершен. Где-то здесь должны, получается, начаться дома. Я там на перекрестке повернул направо, как меня Яндекс повел. Ну вот, трактора работают, техника ездит, что-то там делают. Лес напилили, пилят лес. Ну, что-то не видно здесь домов. Возможно, деревня уже перестала существовать. Ну, едем далее. Возможно, просто вымершая деревня. Но какие-то остатки домов должны быть здесь. Возможно, мы просто не доехали еще. Так, друзья, первый дом здесь, и он заброшен. Полностью разрушился. Видите? Так, вон там еще дом. Заросло все, тоже заброшен.
Едем дальше. Неужели будет заброшенная деревня, друзья? В принципе, кто мог, наверное, переселился в Городец. Рядом. Здесь. Да, здесь по бокам слева-справа сплошной лес. То есть бросили бросовинку. Ага, ну вот есть что-то. Доехали мы по левую руку. Автомагазин написано. Ну и здесь жилой дом, друзья. Топится баня, видимо, или печь. Вот. Здесь проехали заброшенный. Сейчас крутанусь. Полностью заброшенный. Так, едем с вами далее. Возможно, там еще что-то будет. Колонка есть. Огороды. Конь белого цвета. Так, ну пока дальше не видно ничего. Так, ну вот виднеется еще дом. Судя по растительности, видимо, тоже заброшенный слева. Да. Справа ничего. А ну тоже заброшенное, заросло все. Едем дальше, друзья. Ну вот, слева есть дом. Видимо, жилой. По крайней мере, в лучшем состоянии. Да. Чья-то могилка даже проехали. Давайте вернемся. Посмотрим. Не похоже на кладбище, но 1982-1988. Так, друзья, едем далее, если там еще что-то будет. Так. Друзья, не знаю, наверное, дальше ничего. Немножко проедем еще или пройдем. Ехать не выходит. Мне кажется, здесь деревня будет заканчиваться, скорее всего. Бросовинка. Ну и там, наверное, уже лес. Сейчас
сравнюсь с картой, друзья. Да, друзья, не будет там ничего. Сравнился я, сверился с картами, поэтому вот такой коротенький ролик по этой вымершей деревне, практически вымершей. Друзья, оставайтесь на связи. Всем крепкого здоровья и до новых встреч.